Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам, как из 3 литров молока можно получить почти килограмм творога. Причем творог получается очень нежный, вкусный, не кислый, не пересушенный и мелкозернистый. Если честно, я не очень-то поверила в то, что из 3 литров молока можно сделать килограмм творога. Но об этом способе я прочитала аж в нескольких комментариях под одной из своих публикаций, поэтому решила попробовать. Результат меня порадовал. И теперь я делюсь этим способом с вами. Итак, начнем. У меня здесь 3 литра теплого кипяченого домашнего молока. Сливки я с него предварительно сняла. Теперь нам нужно сделать из него закваску. Для этого я купила в магазине готовую закваску и ею сквашиваю молоко. Достаточно и 1 столовой ложки закваски на 3 литра молока, но чтобы было быстрее, я добавляю 2 ложки. Я оставила молоко при комнатной температуре на 12 часов. Здесь важно, чтобы молоко не перекисло, иначе творог будет кислить. Поэтому, когда вы увидите, что молоко сквасилось, сразу начинайте делать творог или уберите закваску в холодильник. Сквашенное молоко необходимо нагреть до температуры 50 градусов. Для этого я переливаю закваску в кастрюлю, а эту кастрюлю ставлю на водяную баню, в большую кастрюлю. Греем сквашенное молоко постепенно, стараемся сильно его не мешать. Вы увидите, что сыворотка должна полностью отделиться от белковой части закваски, а температура должна быть при этом не выше 50-55 градусов. Обычно я проверяю температуру на палец. Нагреваем до тех пор, пока он терпит. Ну и если вы хотите получить творог более сухой и плотный, то закваску необходимо нагреть до температуры где-то 70-75 градусов. А вот теперь тоже очень важный момент. Мы должны произвести шоковое охлаждение сыворотки и отделившейся белковой части. Для этого кастрюлю с будущим творогом я помещаю в таз с холодной водой. Несколько раз меняю воду, чтобы масса как можно быстрее остыла. Когда сыворотка будет комнатной температуры, творог можно откидывать на дуршлаг. Дуршлаг я накрыла влажной марлей, сложенной в 4 слоя. Чтобы лучше стекла сыворотка, необходимо, чтобы творог отвис. Сделать это можно и вот так. Я специально взяла 2-литровую банку, чтобы показать количество получившейся сыворотки. Сыворотки вышло на 100 грамм больше, чем 2 литра. Ну а теперь взвесим наш творог. 900 грамм творога все-таки у меня получилось. Хотя в комментариях я прочитала, что должно получиться где-то 100–200 творога. Но это еще, наверное, зависит и от качества самого молока. Творог получился очень вкусный, нежный, не кислый, поэтому хочу сказать, что способ мне понравился. Друзья, пишите в комментариях, понравился ли вам этот способ приготовления творога. А я желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита. Пока-пока!